Итак, друзья, мы переезжаем, как и говорили. Наша скромная обитель остается пустым. Пойдем покажу, что здесь было. Вот это мое чудесное изваяние кондиционера. Видите? Это кусок ламината, это кусок от упаковки с пивом разделял потолки. Окна пришлось выставить, потому что иначе кондиционер не влезал. Телевизор весит, не знаю, килограмм, наверное, 30, поэтому оставили его на стуле. Диван, на котором я жил с тех пор, как переехал в Штаты. Он раскладной, мы его здесь тоже оставляем. Пойдем смотреть кухню. Мой стол. Легендарный. Легендарный стол, да. На котором я записывал множество видео, делал монтаж и прочее, прочее. Так что это мой верный спутник и помощник. Такая вот скромная обитель. А теперь едем дальше. По пути покажем вам все, что увидим, и новое жилище. Что, мы остановились на первую нашу остановку, где-то на границе Пенсильвании и Огайо, друзья мои. Нашли такое прекрасное место, тревел-центр, здесь отдыхают люди, трак-стоп тоже есть. И подумали, что пора бы, наверное, пообедать. В этот раз мы набрали с собой достаточно много еды, взяли пластиковый контейнер, кинули туда лед. В общем, у нас такая еда православная, даже можно сказать. Селедка под шубой, вы представляете? Едем дальше. Итак, друзья, мы сделали остановку в Айове, немножко подустали, ехали почти сутки, без малого. Менялись цели периодически. Тимоха у нас как главный штурман сначала долго меня поддерживал, потом все-таки под утро сдал. Что мы хотим вам сейчас показать? Решили взять с собой вот такой контейнер пенопластовый, в него насыпать лед и взять с собой продуктов. Мы взяли туда 3 вида салатов, там оливье, селедка под шубой и еще или какие-то баклажаны набрала готовые. Макароны. Мы положили туда макароны с курицей, в общем, целая куча еды. На каждой заправке есть микроволновка, поэтому мы там разогреваем, вот так питаемся. Почему мы так сделали? Потому что когда мы ехали из Калифорнии в Пенсильванию, мы реально устали есть пиццу. Практически, вот такой нормальной еды не было по пути встречено. Поэтому мы решили, когда мы поедем назад, мы что-то с этим придумаем. Дима придумал вот такой бокс. Мы купили продукты, и у нас действительно хорошие завтраки, обеды и ужины. Ты помнишь, как Тимоха сказал? Ты помнишь, что ты сказал, когда мы ехали обратно? Не помню. Я устал есть пиццы, я хочу супа. Я хочу борща. А, точно, борща. Да. И я приехала, и мы сварили борщ сразу. Да, это было эпично. Поэтому, да, на обратном пути мы решили попитаться православной пищей. Хотя кафе, как вы помните, здесь в избытке на каждой заправке. Даже вот тут стоит какой-то Арбис. Арбис кафе. Мужик в такой шляпе. Кстати, очень большая сеть по всей Америке существует. Вот такой интересный опыт. А на свежем воздухе как это прекрасно кушается. Какие мы сметану взяли, овощей, мы делаем салат, кстати. Мы забрали с собой посуду, и вот это должна быть кастрюля. Она просто у нас не поместилась, и поэтому мы теперь в ней делаем салат. Очень оперативно. Ну, вообще, это совершенно новый для нас опыт, совершенно интересный, и нам, правда, нравится. Мне очень нравится сразу приготовить салат и съесть его где-нибудь на улице на свежем воздухе. Отдельное слово о помидорах. О, помидоры купили, были страшно некрасивые, дешевые, но какие-то домашние, вкусные. Салат съели все втроем вообще. Если бы могли, вылезали бы миску. Да, да. Но и собаки с нами завтракают вместе. Видите как? Вилли, тебе вкусно? Вилли, что вы можете сказать о своей собачьей жизни? Вилли очень недоволен. Вместе с котом. Кот, кстати, опять орет. Постоянно кот не хочет сидеть здесь, а собакам более-менее. А Тузику так вообще, лишь бы мама была рядом и хоть в преисподнюю, да? Высматривает. Куда ушла, куда ушла? Да. Идет скорее. Да. Пока записывали первое видео, мы обнаружили, что мы находимся в самом большом трак-стопе в мире. Айова 80. Это трасса, видимо, название трассы. World's largest truck stop, Iowa 80. Welcome, truck drivers. His English is perfect. Селька перепять. Ну что, пойдемте зайдем внутрь. Смотрите, как выглядит огромное здание. Мне про него говорили в прошлый раз, когда я ехал за семьей. Да, но тут помимо того, что находится самый
большой трак-стоп. С другой стороны тут находится музей. Музей траков. Мы туда обязательно попадем. Ура! Идем. Идем. На входе нас встречает вот такая машина Firefighters. из начала 20 века. Огромное количество Где? атрибутики всевозможной. Орлы, флаги. Ну, смотрите, одних значков только. Какое огромное количество. Ну, просто лямка. Эля. Да. Мне это очень сильно напоминает на Route 66. Помнишь, там Да, был? магазин. Но этот Да. какой-то в 4 раза больше. Да, это... И тут видел бибику красивую? Да, бибику я уже показал дорогим зрителям. Ага. Покажем красивых людей. Видите, они что-то накупили, выхватили и сбегают. Здесь же рестораны, посмотрите, какой International трачок стоит. Встречает всех Красивый. гостей ресторана. Да. Полностью восстановленный, красивенький. Эля решила заглянуть вовнутрь. Говорит, довольно все аутентично. Я, конечно, ничего плохого о своей супруге сказать не могу, но мне кажется, супруга, ты не ездила в УАЗике. А где GPS-навигатор, все остальное? Согласен. Где Круиз-контроль. большой экран? Да, да. Где да. красивые эти панельки? Да, и вообще, ну как они посмели? Непонятно. Нет панелек, нет навигатора, но зато багажник. Да. Ставим лайк. Под все косметички. И запаска в доступе, да? Посмотрите, какой здоровый магазин. Сейчас я вам покажу его ближе. Ой, Эля, только не смей мне говорить, что это какая-то из твоих старых знакомых, которая выглядела шикарно в 20. Нет, это сиденье просто очень Ага. удобно. О, да. Смотрите дальше. И все это территория этого тракстопа. Напомню, the largest truck stop in the world on Iowa 80. Если вы не знаете, то Айова – это штат, в котором расположен этот трак-стоп, а 80 – это номер трассы, 80-я трасса, по которой мы сейчас направляемся из Пенсильвании в Калифорнию. Здоровенная штука, я вам хочу сказать. Custom shop. Что там делают? Наклейки делают Дим, на машины из пленки. Да. Какая милота! да. Ребята, тут столько всякой атрибутики, что можно просто обалдеть! Особенно вот это. Это Это бычница. smoke ashtray, да. У них даже атласы есть. Смотрите, где мы были. Атлас. Кингстон. О, Кингстон, вот. Кингстон? Да, Да. Где? Покажи ближе. вот Кингстон. Кингстон. Кинсон. Кингстон, это в котором мы были на трассе 66. Да. Как ты А его он так быстро нашла? Просто открыла и все. Атласы бумажные, вы посмотрите, сколько бумажных атласов. А сейчас, И стоят Никто они не- 45 баксов. ого, один. никто не ездит по бумажным картам, никто не ездит. Вот, ортодоксальные водители не признают никаких Библия, GPS-навигаторов. смотри, сколько Библий. Библия? Да, просто Давай стеллаж посмотрим. с Библиями. Стеллаж с Библиями. Да. Всякие разные. Действительно Библии. Смотри, даже для пальчиков с выемками. Ух Чтобы ты, сразу по главе. находить. Как эта штука работает. Переплет такой качественный, да, как будто кожаный. Вот. Вау, ты посмотри. Прям под ноготь. Закладка под ноготь каждой главы. Удобно. Вот это да. Вот это клиентоориентированность. Посмотрите, и здесь все подписано. И размеры разные есть. У кого какие глаза. У кого побольше, книжка побольше нужна. Да. У кого поменьше. Книжка поменьше, Да. да. Библейские карты? Подожди, как это Чего? работает? Bible Тогда- Maps. Then and now, Bible Maps. Какие раньше они были карты, какие сейчас? Ну, тут прям надо читать, садиться. Это очень О, тяжело. да, это не для нас. Все, бежим скорее дальше. Траковая мода по-американски, друзья мои. Что вы знаете о шубах? Здесь суровые мужики носят суровые йети. Отдел с лампочками такому позавидует любой магазин автозапчастей. Привет, Тимо. Эля, А, как ты назвала это место? я не помню. А, мужской рай. А, здорово, действительно. Потому что мне уже тут неинтересно. Уже не интересно? Мы же только начали экскурсию. Что? Мы прошли только 2 отдела. Лампочки и дворники. А здесь еще огромная куча всего. Вот если бы тут были коробочки, то я бы согласилась тут походить подальше. Мгм.
Представляете, друзья, здесь есть специально целый отдел для полировки дисков, фар, колес и прочего. Там целая куча принадлежностей, всякие полировальные пасты, круги, машинки, видеоинструкция о том, как все это делать. О, смотрите, А это что? целый отдел оптики. А, видишь? Смотрите. Ну-ка. Моргатель 3000. Здесь есть даже вот такой трак, в который можно залезть и посидеть. Вот, это Кенворт. Это Петербилд. Это Петербилд. Красивый. Тимоха, Пойдешь, дорогу? пойдешь в трак? Ну-ка скорей. Водитель. Обалдеть. Вау, куда, да мы спать сейчас пошел его внутри сразу? посмотрим. Давай. Эля, пойдем внутрь. Пойдем. Заходи. Дамы вперед. Правильно. На такой работе дамы должны быть в штанах обязательно. О, тут кровать. Я вздремну, Дим. Конечно. Пока... О, ты смотри, машина на механике, да? Ага. Вот это рабочее место водителя, ты посмотри. Какая штученция. Ага. Сколько всяких... Для рабочих вспоминаешь, да? Да. Я вздремну, пожалуй, тут. Ой, Лежащая Эляха. Тут есть Ну, шкаф с этой Да, стороны. здесь есть обязательно Холодильник. хранилище. Там вот наверху такой Смотри, шкафчик. холодильник. Да. Под тормоз. кроватью шкафчик. Холодильник Ну, небольшой. такой, для пива. Да. Ну, одному водителю много ли надо? И насколько мне известно, друзья, вот эти маленькие машины с маленькими спальниками, вон там, видишь, окошко открывается. А, это окошко. видишь. Да, называли собачьими будками. И поэтому с тех пор повелось такое выражение в Америке «жить в собачьей будке». Водители дальнобойщиков так называют, живущие в собачьей будке. Слушай, ну этой машине комфортнее будет доехать уже. Давай закинем в багажник нашу Кию. Да, да. И я буду спать, а вы там рулите. Да. Тем более здесь вон прицел такой шикарный впереди. Вообще. И посмотрите, сколько траков. Давайте мы с высоты птичьего полета вам покажем, сколько здесь пространства. Классно, Тим? Тебя сфоткать? И, наверное, камера не передаст, но это метров 300 вперед и в другие стороны, наверное, по полкилометра. Тим? Огромная парковка для машин. А что, тормоз для слабаков, да? Какой тормоз? О, смотри. А, так это сцепление, братан. Точно? Ну, если машина на механике, ей вроде как пригождается сцепление. А оно не тут? Оно не посерединке? Нет, посерединке. Мгм. А у тебя точно права БЦ? Посерединке. Я вам объясню, друзья, откуда эта шутка. Значит, я когда служил в армии, у меня был Слева в же ведении всегда Урал 4320, большой. И я когда демобилизовался, передавал его там молодому парню. Проверяем машину при выезде из парка, я ему говорю, нажми тормоза. И я слышу, он нажимает сцепление, там такой характерный звук с небольшим шипением воздуха. И тормоза не моргают. Я сзади подхожу к машине, говорю, нажми еще раз тормоз. Он нажимает сцепление. Я говорю, у тебя точно права БЦ? Он, да, что? То есть парень пришел в армию с правами БЦ и нажимает вместо тормоза сцепление. Я Хорошо, надеюсь, не что газ. к тому времени, когда тебе будет 18, ты наконец... 16. 16. Ну, грузовик. А, грузовик. да. Грузовик, ну, конечно. При этом я смею вам похвастаться, друзья мои, что Тимоха с 9 лет водит механику и ставит машину в габаритный дворик, водит змейку, да, а сейчас он просто... Как унижение. Расслабился на автомате. Да, да, да. Унижение звучит. Ну, звучит как констатация факта. Бляха-муха, мы едем, Бляха, точно, бляха. мы реально едем. А почему едешь? Я думаю, куда мы едем? А покрутимся? Платформа вот эта поворотная. Боже, как страшно. Она же не Видите? поворачивалась. Она, обалдеть. Ну что, Выходим. Страшно. выбегаем. Да. Супер страшно. Здесь написано, ради вашей безопасности не вставайте и не садитесь сзади на трак. Имеется в виду вот эта часть, где прицепное устройство. Ну, выглядит, конечно, он бомбически. Мне очень нравится такой формат трака. Смотрите, какие у него трубы. Да. Вообще класс. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. Нет, я не могу с вами не поделиться, вы посмотрите. Здесь одних глушителей, только, блин, вагон всяких. А если взять Петербилд, вот этот, который мы сейчас смотрели, как-нибудь мы вам запишем звук его, у него он такой басовитый, и сверху идет дымок, выглядит вообще отлично.
и выглядит, и слышится. Клапан? Я думаю, это нашлепка на руль. Валви. Ой, на руль, на... Валви. А, это знаешь что? Это здесь в Штатах у грузовиков пневматический гудок, он на механике, как бы за тросик дергаешь. Ник-ник. Да, и он сверху висит у тебя над головой, и ты его дергаешь. Боже ты мой, Смотри, здесь утка. действительно мужской рай. Курящая утка. Мы ее попу видели в том траке. Да? Ну-ка давай посмотрим. Злая, действительно злая курящая утка. А вон это стреляющая зайка. Стреляющий зайка. А, прицел вместо логотипа впереди. Ну, 200 Да. баксов. Ты подумай только. Банни Худ. Да, А вот курица. стреляющий кролик на капот, там написано. Что за... О, точно, петух. Летучий петух. Жаль, оно все прикручено. Я не знаю, как вам, а для меня здесь вообще что-то невероятное. Это рычаги переключения передач. Целая куча. Здесь можно ходить, наверное, целый день. Отдельно... О, колпачки со стразиками. Но это совсем для модных. Дим. Покажи, что-то, мне кажется, я не увидел. Сейчас, подожди. Мам, ну-ка И покажи. музыка. Вот это. И так вовремя вот эта Да, труба что запела. Это кавер, господи, нашлепка на рычаг переключения передач. Что с моим русским? Брызговик. Ух, да тут этих чехол. Эля, я вспомнил это слово. Shift covers. Да, вон там написано. На что? А, У нас таких рулей нету. Да. Пойдем посмотрим еще один трак. А этот зверюга Freightliner. По заявлению некоторых людей, в частности моих знакомых, фрейтлайнеры с большим опережением отрываются в лучшую сторону от других траков. Смотрите, какие трубы. Пойдем посмотрим сбоку. В этом траке, к сожалению, уже посидеть нельзя. Вы только вообразите. В помещение засунули 2 фуры. И они здесь смотрятся очень даже органично. Ничего огромного. Если вы обратите внимание, то тут нарисован на этом траке наш путь. Нью-Йорк, Филадельфия, да? И вот Да. она, вот, нам туда. Да, действительно, я даже не обратил внимания. О, по горам едем, по долам. Мгм. Да, дальше горы будут, и вот дальше Golden Gate мост в Сан-Франциско. Забавно. А мы находимся вот здесь. Хотя странно, показано, что Айова 80 находится за серединой пути, но, по-моему, 1000 миль мы проехали, а нам 2800, то есть мы треть пути проехали. Ну, ладно. Ну, бывает. Люди Это- рисовали. Или это я уже загоняюсь? А как вам такая цена за галлон? Наверное, и тогда это для кого-то считалось дорого. Такая топливораздаточная колонка. Я вспоминаю, в моем детстве еще были такие стрелочные. И здесь еще циферки бежали, литры показывали или 100 граммы. Здесь вот эта стрелка, как секундная, показывает четверть галлона. Видите, 3/4, 1/4, полгаллона. О, как интересно. Такой бронзовый пистолет, родом из начала прошлого века, с которым Тимоха уже сфотографировался. Вот это я понимаю, труба была. Сколько машины потребляли. Вот вам микрофон, скажите пару слов о своей собачьей жизни. Вкусно. О, и это, видимо, заложник. Я вам честно скажу, я уже устал тут ходить, и это еще далеко не все. Смотрите, какое здесь пространство, какое там пространство. А Эля неустанно бегает по машинам, ей все интересно посмотреть, сфотографироваться. И мы увидели табличку памятную с надписью «Ship happens». Такая красивая перефразировка известной фразы. Пойдемте посмотрим дальше на трак. Эля нашла свой любимый отдел – рыбалка. Ребята, как вы думаете, какие лучше тапочки подарить супругу на все праздники, на любые праздники, на 8 марта, На 28 февраля. Да. на 23 февраля? Нет, у нас какое ближайшее? Рождество. Какие тапочки лучше подарить мужу на Рождество? действительно рыбы. На Хэллоуин, Рождество. кстати, ближайший. Кстати, ты можешь одеть только эти тапочки и набирать конфет по городу ходить. в Хэллоуин. Ты знаешь, я боюсь, я наберу не конфет, а свинцовой дроби в жопу от соседей. Ну, у тебя будут Если- модные тапки. Зато Мне если- кажется, для Хэллоуина вот эти подойдут.
А эти потом отлеживаться в больнице. Да, кстати, и буду чувствовать себя на природе. Да. Пахнут рыбой? Ну, ты все еще веришь этому читеру? В общем, подсказывайте Catch нам, of the какие day. Я лучше думаю, это купить. правильно перевести типа как улов дня. Ой, а тут еще есть модные. Боже, а как 27. выбрать? О, это хищные тапки. Будьте аккуратны. Лососевые. Лосось. Лосося. Тут Смотрите, целая какой кладезь. модный человек. Кладезь С подать. рыбиной. Слушай, а куда направляется эта рыбина? Ему подойдут. Она что-то хочет откусить. Да, вот я тоже не понимаю, что это. Что символизирует ей изваяние? А, на червяка клюет. На грушу. Музей нас встречает вот такими забавными повозками из начала 20 века. Небольшой зал, в котором размещен Walker Electric Model 43. 911 года машина электрическая. Я неоднократно слышал о том, что электромобили были на заре 20 века. Вот вам яркое тому подтверждение. Какой-то как дилижанс из фильмов про ковбоев, да, Тимох? Да. Здесь мы можем видеть большую коллекцию различных машинок. Те, кто постарше, друзья, наверняка поймут мои воспоминания. Смотрите, на электрическом приводе грузовик полностью металлический. Вообще забавная штука. У меня были такие железные машинки. На этом стенде мы видим, каким было электрическое настоящее начало 20 века. Здоровенные батареи, сильно деградировавшие уже. Columbia Electric Phaeton Mark III. Самоходная повозка. Вообще прикасаться к истории автомобилей в таком формате очень интересно. Как новая, слушай. Она А так вы смотрите, какой огромный зал. Конечно, для автомобильного музея он небольшой, но для масштабности, для красочности это обязательно стоило упомянуть. Самоходные повозки. Ты заглядывала внутрь? Нет, самоходные жены, кстати, тоже красные. Оп-оп-оп, сама куда-то уходит даже. Ты независимая женщина. Могу ходить там, где я хочу. Сюда идем. Давай. Это я сама захотела. Да, конечно. Сама захотела, прибежала, сама захотела, убежала. Это было только твое решение, конечно. И я тебя совсем не гипнотизировал. Ряды грузовиков-эвакуаторов, повозки на деревянном ходу. Все отреставрировано, все блестит. Действительно хорошие работы. Мне очень нравятся. Те, кто знают меня лично, знают, как я отношусь к качеству работ по машинам. Здесь качество работ мне очень нравится. На автодом. Помните, мы были с вами, когда Тимохе было года 3, наверное, в Польше в музее Volkswagen. Да. Да, и там был в том числе автодом. Мы заходили Т20. внутрь. Да. Где-то есть фотографии. Наверняка есть фотографии. Если найдем, мы с вами поделимся. Какая интересная штука. Кстати, музей безоплатный. Вход свободный. Да, музей безденежный. Пожарная техника, дальше спецтехника. Вот эту красивую машину давай, конечно, снимем. Это «Жигули», там буква «Ж». Точно. Как я мог не подумать. Это «Жигули», да? Сколько много табличек. И наша любимая Ру-66. Некоторые машины. Смотри, какой. Так. Здесь даже представлена какая-то буровая машина 1925 года. Дуглас. 4-цилиндровый бензиновый двигатель. 15 миль в час. Для тех пор, наверное, это очень круто. Это лучше, чем пешком. Ну да, на спецтехнике. Знаменитый Ford Model A. Полицейская машина из Айовы. 933 года модель. Рядом снегоход. Блин, Паккард, что ли? Тоже Ford. Ford A. Сноумобиль. Ох, друзья, ощущения здесь, конечно, непередаваемые. Смотрите, что они делают. Оп-оп-оп, фотографируются. А здесь, напротив, скотовоз. Это фрейтлайнер. Еще с плоской кабиной, без носа. Кстати, а вы знаете почему? В Америке все грузовики стали носатые, а в Европе с плоской кабиной. Если нет и вам интересно, то я вам обязательно в как-нибудь следующей серии об этом расскажу. Я уделил этому большую кучу времени для того, чтобы понять, потому что мнения расходились. Diamond. Mercedes Unimog. Вот это забавная штука.
Вообще, чем старше машины, тем они мне кажутся более интересными. International 21 года с деревянной кабиной. О, полиция. Почему-то мне эта машина напомнила фильм «Фантомас» из тех времен. О, сидельный тягач. Принстон, Иллинойс. 49-й год. Это уже ого-го, послевоенная машина. И соседствует с ней вот такая штука забавная. А вот эта штучка впереди. Кто знает, что это за штучка? Нет, вот это... Да, вот эта ручка. Заводить? Да. Да. А вы знаете, как называется эта заводилка в простонародье? Кривой стартер. Да, на всех старых машинах было. 49-й год, МАК, наверное, 80-х годов или даже каких-нибудь 90-х. Какая-то коза у него на панели, нет собаки. Где коза? А, это бульдог. Ой, он такой милый. Да, действительно. Смотри. So cute, bulldog. И что-то глаза у него, мне кажется, в кучу, ему ветром Он надуло. устал. А, устал? Я думал, ветром надуло. Нефтяная компания «Стандарт». В начале 20 века и в конце 19-го была нефтяная лихорадка, и, по-моему, я видел фотографии возле Нью-Йорка, все усыпано нефтяными вышками. Но я могу ошибаться, что это точно был Нью-Йорк, но где-то на том побережье было очень много. На этом экземпляре представлен грузовик Mack 61 года модели B61 вместе с водителем. Водитель, видимо, любуется собой или бреется утром перед дальней серьезной дорогой. General Motors 1934 года уже со спальником. Да? Да, смотри. Ух ты, точно. Я думаю, что это лежит такое? Внутрь нас не впускают. Это напоминает мне спальники в МАЗах и в КАМАЗах. И у него... 34-й год. Да, 34 год. Вот такой прицеп. И вот здесь висят цепи. Я специально обращаю ваше внимание, в Соединенных Штатах довольно много гор, и в горы пускают в определенную погоду только на цепях. Поэтому и по сегодняшний день на многих грузовиках вот так на прицепах висят цепи. Есть специальные зоны только для надевания цепей. Там включаются фонари всегда, там полоса съезда. Там любой водитель может заехать, надеть цепи и поехать дальше. Потому что есть проверочные станции цепей. Если плохая погода, там стоит специальный патруль, который проверяет надетость цепей на ведущие колеса, то есть на ведущие и на рулящие, вот так. Если цепи не надел, то будьте любезны, либо разворачивайтесь, либо стойте, ждите. Еще один МАК, летний вариант, видите, кабриолет с бочками, с шрубунковыми насосами. Скорее всего, наливали, вон там Perfect Oil, нефтепродукты. О, смотрите, какой Франкенштейн, почти из фильма Jeepers Creepers. Кто это такой? Да, посмотрим скорее. Это еще один МАК 915 года постройки. Состояние, конечно, изумительное. 100 лет машин. Да, пожарная Больше 100. машина. Ну, тоже свежая, да? Да, это 64-й Тоже МАК. Вот это год. Ж, это М, оказывается. Ага. Да. Это International, Это АНТ. если я правильно понимаю. А вот это вот что за амфибия? Да, такая. Угу. Райдер Paymaster 1974 года. И вот, американская мечта. Kenworth 1981 года, модели K100 Aerodyne. Она по Европе ездила, что ли? Ну, судя по всему, да, потому что у нее сверху немецкий адрес, справа внизу. И вон да, около Бранденбургских ворот остановка была у нее. Бранденбургские ворота. В Германии, да, Бранденбургские. Ага. В Берлине. А это не гоночный ли трак был? Что-то вроде Париж-Дакара. Может быть. Я подозреваю, что что-то похожее. Видите? Что-то раллийное. Угу. Мы устали ходить по трак-паркингу, и по трак-стопу. А здесь еще и здоровенный музей. Все очень-очень-очень интересно. Смотри, И опять нас сопровождает 1913 год. Route Очень 66. деревянная машина. Эта машина наверняка либо рекламная какая-то, либо гоночная. Бриджстоун, еще что-то. Бейкерсфилд, Калифорния. Бендек Бандит. Ого, 1500 лошадей, твин-турбо. Ого. Максимальная скорость 150 миль в час. Это почти 250 километров, что ли? Обалдеть. А что это такое? Ага. Поставил мировой рекорд в 1988 году. 150,918 тысячных миль в час. Как я и говорил, что-то гоночное.
Нет, этот музей определенно никогда не закончится. Ага. Вот такая модель нас заинтересовала. Называется Макдональд. Модель 920 года. На тот момент стоила $8000. По-моему, это какие-то невменяемые деньги. И весил он 8 тонн. 8 тонн. Привод на передние колеса цепью. И тоже кривой стартер. Ну, хотя на то время это совсем обычная история. Я не знаю, политкорректно ли будет это сказать, но здесь написано «Негры Инкорпорейтед». Я ничего не придумал. Описание. Это Мак 42 года. Страшный, да? Колеса. Да, Волкер 1918 года. Видите, с него даже не стали шины снимать. Разгулялся. Да, шины у него разные. Но это вообще, его привезли же сюда, сдали в музей. А здесь 49 год, времена Аль Капоне. Друзья, я не смогу вам показать все машины, представленные в этом музее, потому что это займет какое-то совершенно невменяемое количество времени. Сделаем вот такой обзор. Вот Тимоха решил с вами поделиться. Dodge Track последний в истории, 72 года выпуска. Последний такой был продан в 73 году, и после этого компания перешла на выпуск только легковых автомобилей. Действительно забавный факт. Реконструкция заправки. Такие заправки существовали в Соединенных Штатах в 20-е, 30-е годы 20 века. И здесь же реклама цепей, о которых я вам недавно говорил. Не жди, пока наступят проблемы, купи колесные цепи здесь и сейчас. Такая реклама еще тогда существовала. Саурер 912 года. Братьев Рухл пивоварня. Тоже обратите внимание, привод на задние колеса цепью, натяжители стоят, колеса жесткие. Не знаю, не даю туда залезть пощупать, но мне кажется, они деревянные. А здесь же в основном зале представлены в большом количестве модельки грузовиков. Pepsi, Dairy Farms, масло Valvoline. Кто-то ведь все это собирал. Coca-Cola. Да, смотрите. Уровень детализации. Вот бочки стоят. Бутылочки с Кока-Колой. Вот тоже бутылочки. Очень классно. Нет, ну все, теперь точно все. Студебекер, 1930 год, да. Мы уже сколько раз хотели закончить и уйти, но нет, интересно и интересно. Нам не запрещали снимать фото и видео, но сказали, мы можем задонатить. Оп, вот так мы донатим. Кстати, это корпус радиатора. Thank you so much, sir. Have a good day. Мы покидаем это прекрасное место и отправляемся дальше. Надеюсь, впереди нас ждет что-то еще более интересное. Оставайтесь с нами, друзья. Ну, такой у нас получается шикарный обед. Здесь мы сделали салат, здесь у нас баклажан, макароны с курицей. Там у нас сметана с хлебушком. Вкусно? Да. Приятного аппетита всем, семья. А мальчики остаются голодными. Да, мальчики? Мы в Небраске, кстати, друзья. Вот такой шикарный вид мы выбрали. Взобрались на холмик, обедаем. И будем продолжать наш путь. Нам осталось ехать 1500 миль. Это всего лишь 2200 километров. Мы сели вот здесь, недалеко от этого шикарного домика. И вот оттуда из кустов выскочил мужик, такой бомжеватого типа. Спросил, как у нас дела, все ли у нас в порядке. Видимо, он здесь живет. Мы сейчас посмотрим. Может быть, нам удастся... А, вон он сидит действительно. Где же? А вот вы видите, прямо в центре экрана. Вот тут. Вот товарищ вышел. Видимо, он здесь живет, потому что у него там палаточка. Видите, у него там какая-то нехитрый какой-то скарб. Вот так вот мы совершенно случайно потревожили лесного жителя. Лучший в мире штурман Тимоха. А вот его штурман, видите, в окошке торчит, да. А это младший помощник старшего штурмана. Кот Матроскин. Интересно, что там Тимоха. Да. Не рекламы ради, друзья, а может быть себе на память оставить, вам может пригодиться. Вот такая заправка. И у них... Где же у них? А где у них? Сейчас вам покажу.
Логотип мне у них очень нравится. Вот такой чайник. Иногда этот чайник бывает на 4 ногах. Касаемо уровня сервиса. Если вдруг вам пригодится, вот в таких краниках, друзья, есть горячая вода. Нам кофе уже надоел, мы ходим коричневые, поэтому мы завариваем свой зеленый чай. В такую раковину можно слить заварку, если надо, набрать льда. Здесь всегда, везде, вот микроволновка, хотел сказать о ней. Можно ей воспользоваться для разогрева своей пищи, и никто вам никогда не скажет слова. Это считается нормальным. А главный штурман покинул реструм. Смотрите, здесь есть души. Мы не пользовались, но, насколько мне известно, порядка $15 стоит душ с полотенцем и со средствами гигиены, то есть шампуни, мыло. Но я могу ошибаться, это может быть везде по-разному. О, вон Эля закричала, что есть душ. Да, а я пойду, пока, с вашего позволения, прогуляюсь по местам не столь отдаленным. Куда пойдем? Мы с Пятачком. Большой-большой секрет. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Я не знаю, показывал или нет вам вот такие писсуары здесь. Но все равно они мне кажутся максимально забавными. Под любой рост и размер кошелька, так сказать. Вообще, Sub Brothers очень классная заправка. И всем привет. Здесь даже есть вот такая штука. Место выгула собак и пакетики, чтобы за ними убрать. В туалете есть модный унитаз. Для девочек очень полезный. Всегда гигиена. Да. Эля сказала, что в туалете женском есть замечательный унитаз с функцией регулярной женской гигиены. Очень удобно. Собаки тоже оценили. Смотрите, какая травка постриженная. Тузик. Ссаные друзья. Да, мы смотрели тут комедию такую жуткую про собак. В общем, цена $3.19 за регуляр. В сравнении с $3.90 мы были в Филадельфии. Вчера мы были в Филадельфии? Да, мы вчера выехали. Мы вчера выехали. Обалдеть. Это получается, мы проехали, нам сколько осталось? 1230, что ли? 1230 миль. 1500 прошли. За чуть больше, чем за сутки. Да, чуть больше, чем за Мы сутки. выехали в 12, а сейчас по филадельфийскому времени 9. Вечера. Да. Но тут уже не 9, тут уже 7. Да, минус 2 часа. Да, мы едем на запад. Едем дальше. Друзья, мы решили сделать такой ситуационный контент. Ночь, практически никого нет. Сзади нас, как обидно, фуры. спряталась полная луна. Вы видите? В ту сторону фуры еще идут, в нашу сторону практически никого нет. Очень классная обстановка. Тим, тебе как? Нравится. Да, мы очень долго настраивали свет, камеру, потому что, блин, все не работает. Сейчас вы поймете почему. Потому что вот они проезжают и делают засветы. Но то, что получилось, нам лично нравится. Мы надеемся, что вам тоже. Что будет очень красиво. Да, что будет очень красиво. Красивая луна? Да? Да, луна очень красивая. Да. Мы, кстати, находимся уже... Я не Да, смотрела. мне кажется, мы Может уже быть. Небраску проехали, уже в Вайоминге. Так Может что следите за обновлениями. Поехали. Мамочка ушла, и Тузик очень сильно переживает. Сидит ее ждет, ловит. Мы остановились немного перекусить, немного передохнуть, и вот он ее никак не хочет никуда отпускать. Она ушла вот туда, в сторону магазина, и он, бедняга, страдает. И вот так происходит постоянно, друзья. С тех пор, как они расстались, когда летели в самолете, он думал, что его бросили. С тех пор он постоянно думает, что она его бросила, и не упускает момента ее поймать. Вчера мы останавливались на заправке, они сидели со мной сзади. Я открыл дверь, и он стремглав умчался сквозь все машины, мы думали, что его задавят.
Вот так собачья любовь и преданность стала проявляться. Сейчас показываю вам, как мы отдыхаем. О, Тимох, время 2 часа дня, давай просыпайся уже, наверное. Мы уже почти на твоих любимых Солончаках. Мы Солевые озера проезжаем. Соли это круто. Что вы можете сказать о телепорте в новую жизнь? Собака. Ну иди умывайся. Завтрак мы тебе взяли и будем двигаться дальше. О, мать, ты с мороженым? Да. Ом-ном-ном. Еще на фоне гор выглядит как какой-то настоящий парк юрского периода. Наверное, и там урбанизация. Может быть, взять в другую сторону ракурс. Заправка называется Синклеер. Во. Такая вот зверюга. У этой сети заправок всегда и везде вот такие звери стоят рядом. А на этой заправке даже вот есть зона выгула собак. Специально для собак сделали вот такие вот небольшие пожарные гидранты, чтобы обеспечивать собачкам комфорт. Тимоха очень просил покататься по соляным озерам. Поедем, дадим ему покататься. И, наверное, уже сделаем последний рывок до нашего пункта назначения. О. Все, садимся и едем. Тузик, тоже садись. Садись в машину. Давай, садись. Оп, все. И оба водители. Вот так машина объединяет животных. Тузик с Маркизоном не очень хорошо дружат, но почему-то в багажном отделении автомобиля они очень комфортно соседствуют и спят. Ну и Вилик, конечно, занял половину задних сидений. Поехали! Вау! Собачка, держись. Стоп! Что вы можете сказать? Это весело. У меня ногу свело. Я так держался с собаками, чтобы не улететь, что ногу аж свело. Тимоха, дай влево, дай вправо, и сам зацепился. Машину прогрели хорошечно. Да, а что и- там, много соли? Да, и немножко палененьким пахнет. О, подожди. Ну-ка. Вот, соль собрали, можно соль теперь не покупать. И дорогая, поэтому папа Да. добывает ее с ладошкой. Это как золото. Давай соль побольше. Друзья, вы помните, какая дорогая была соль раньше? И как ее сложно было добывать? Вот генетический опыт прошлых поколений заставляет добывать соль. Зато весело. До краев, наполняй до краев. Моя мечта была проехать с семьей по всей Америке, прокатиться по всем штатам, попутешествовать. Долго я об этом мечтал. Моя мечта исполнилась уже 3-й раз. Сейчас исполняется. Первый раз, когда я ехал за вами. Второй раз мы ехали с вами с западного на восточное побережье. И сейчас вот 3-й раз я нахожусь в своей мечте. Тимох, какая у тебя мечта была? Подрифтовать на Солончаках. Получилось? Да. Да, мне очень понравилось, как ты раздал боком на соляных озерах. Моя мечта снова быть всей семьей вместе. Всем вместе. Ну и, конечно же, путешествие. Это наше все. Это, друзья мои, не туман, это облако. Мы въезжаем в облако в горах. Вот так выглядит облако изнутри. Обычный туман кусочком.
едем по национальному парку Тахо. Его особенность, как и любых гор, в том, что здесь сейчас холодно. Около 12 градусов тепла на улице, в то время как, допустим, в Сакраменто сейчас мы приедем, будет градусов 30. Такой перепад температур в горах. По облаку ехать намного интереснее, чем по простому туману. Оно висит кусками. Я думаю, вам на видео тоже это видно. Мы заезжаем в какое-то зловещее место. Мы еще не знаем, что нас ожидает впереди. Возможно, это новая жизнь, друзья мои. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Мы наконец-то добрались, пожили у наших друзей. И хвала небесам, мы сняли свое жилье. Сразу короткий лайфхак для тех, кто собирается переезжать. Жилье можно снять не только на известных сайтах или через риэлтора, но можно также переснять у тех, кто съезжает, но не хочет, чтобы сгорел контракт. Да, в Америке есть такая интересная штука. Если вы съезжаете раньше, чем заканчивается ваш договор, то вы теряете депозит. Никто этого делать не хочет, поэтому пересдают квартиры. Более того, можно получить хорошую цену, потому что люди наверняка платят не сегодняшний прайс. Но пойдемте скорее смотреть, что же мы сняли. Стандартная американская квартира без коридора, видите? За мной кухня, небольшая, самая обычная, но довольно функциональная кухня. Тимоха что-то... Мама наша привезла картины из России, сняла полотна с рамок, и Тимоша попросил ему наделать дощечек, и вот теперь делает сам рамочки. Красавец. Пойдемте дальше. Наша мама спит, просыпаться не хочет. Вот собака сидит, да, Тузик? Мы не очень жалуем телевизор, поэтому у нас проектор, который мы, собственно, выиграли на каком-то там ресурсе. Здесь кладовка обыкновенная, без привидений. Еще шкафы, ванная. Ванная совмещенная. Кто-то был в душе. Ванная совмещенная, как, собственно, и везде. Если квартира чуть больше или таунхаус, то здесь уже может быть ванна с туалетом и отдельный туалет с раковиной. Пойдем смотреть святая святых. Спальня. Это наша спальня. Шкаф-купе. Кровать мы сами купили. Да, кстати, друзья, в Штатах квартиры сдаются без мебели. Нам крайне сильно повезло, потому что ребята, которые съезжали в свой новый дом, и поэтому решили оставить нам всю мебель. Ну, забрали только кровати с матрасами. Здесь балкон маленький, чаепитный. На нем... Пойдем посмотрим Тимохину комнату. Ага, у Тимохи тут, как всегда, темень. Мы купили стол, привезли из России компьютер, набрали... Помните, кстати, Route 66, да, это оттуда. Это оттуда же Индиана, это в Германии мы покупали, а это мой старый пенсильванский номер. Машину надо было ставить на учет в Калифорнии, поэтому номер я поменял. Кровать простая. Здесь не удивляйтесь, здесь подросток стайл. Вот так мы даже, наверное, наведем стремительный порядок. Да. Если у вас есть дети-подростки, вам на заметку. Закрыть, пока не вываливается. Тузик одобряет. Да, на этом, я думаю, можно завершить обзор квартиры, потому что квартира на самом деле небольшая. Ну, вот здесь, если вдруг вам не видно было, такие шкафчики. Очень простые. Ну, такой обычный мультифункциональный шкафчик. Нас с новосельем, а вам хорошего времени. До встречи. И Джонни Кэтсвилл. Как же... Это я, Джонни Кэтсвилл, меня прозвали так. Что это я? Да, бычная пепельница, на же люди смотрят. Бэйблинец. На червяка и на горох. Ой, нет, все, я уже не могу смотреть. Ух, раздал боком. Блин, даже меня болтыхает. Дай-ка я
распорку поставлю. Ты хочешь снять, выйти? Да, я Ну на. Как удалить улики? Без общения. Проснулись. Они уже второй день так делают.